Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что произойдет, события и неожиданности июля. И сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые несколько не вписываются в рамки времени. Это то, что будет происходить, возможно, с начала месяца и где-то до конца. Почему такая неспешность, будем говорить? Я где-то допускаю, что не все вопросы в течение июля вы решите, потому что у нас две планеты в ретро-движении. Это первая ретро-Плутон, которая до середины осени вот именно будет так вот замедляться. И нам подсказывает, что если у вас сложилась какая-то тема, вопрос или проблема на май, на начало июня, вот, возможно, она будет решаться в течение лета и где-то завершится осенью. Ну и ретро-Меркурий, мы с вами знаем, сопровождает нас почти весь июль. И он находится в знаке Рака, в знаке дома, семьи, любви и памяти. И стало быть, где-то там будут, возможно, наши события и наши энергии. Но вообще доброе время. Итак, давайте узнаем. Первый наш вопрос будет звучать: что для вас внезапно будет в течение июля, что неожиданно? Возможно, мои дорогие стрельцы, что же вас удивит? Ну и, конечно, с кем это будет связано? Что или кто появится неожиданно? Ну и к чему все идет? К чему вам быть готовым? Как изменится ваша жизнь? И что же прояснится в течение июля? Что идет? А что вы завершите сами? Главное событие июля, чем запомнится вам июль месяц. И последняя карта – это ваш главный ресурс. В чем вы сильны, можно расценивать как карту совет. Итак, давайте будем узнавать, так что ж там за внезапности ждут моих дорогих, любимых оптимистов, солнечных людей, стрельцов. Итак, здрасте, да, приехали. Аркан повешенный. Но это все то, что я еще до карт говорила. Может быть, вы будете ощущать, ну, буквально, когда заминки. Вот если мы говорим о ретро-Меркурии, это все то, что с приставкой переделать, пересмотреть, переобговорить еще раз, как будто заново, да, переподписать у кого-то контракты. Может быть, это будет связано с тем, что какая-то прежняя история, опять же, она вот именно теперь должна быть детализирована. Вам самим может казаться, и где-то это такое ощущение нам дают обе планеты, которые в ретрограде находятся. Это всегда какой-то же дежавю. Я планировал, допустим, какие-то одни сроки, а вот сроки могут смещаться. А по ретро-Меркурию у нас вообще много что может смещаться. Расписания могут, как бы нет стыковки, да, могут барахлить, сбоить системы, как и взаиморасчеты, финансовые системы, так и любые другие. Могут переноситься, смещаться, ну, как график движения транспорта. Возможно, и ваши маршруты тоже будут меняться. Где-то могут откладываться важные разговоры. Будьте просто к этому готовы. И это может быть для вас неожиданно. Вопрос наш именно в этом состоял. Давайте мы немножко раскроем, может быть, нам как сферу жизни покажут. А вот смотрите, туз мечей. С одной стороны, точно, как хочется сказать, толк будет. Или выход какой-то будет найден. Или вопрос ваш однозначно будет решен. Ведь эту карту, ну, я ее называю часто выход из лабиринта. Но если мы спросили, с чем это будет связано, а вот как раз это информационный фон, потому что мечи – это у нас интеллект. Это интеллект, информация, интернет, мои дорогие, буквально эфир. Может быть, это будет как новость какая-то такая взрывная, вот это я тоже не исключаю. Это может быть та новость, когда мы, ну, несколько внутренне к ней не готовы. Но все, видимо, стремится к тому, и приятные будут новости. Информационный поток где-то будет вас удивлять. В чем-то будет ускорение, будут и приятности, будьте к этому готовы. Могут быть неожиданные, кстати, предложения. Поначалу вам это предложение может казаться, ну так, ни шатка, ни валка. А если вы сядете, порассуждаете, вполне вероятно, вы увидите для себя, ну, какой-то интересный вариант, именно как вариант. Вот рассматривайте, это не время, мои дорогие, июль месяц, когда мы выносим вердикты. Энергии у нас таковы, как я уже говорила, что-то уже движется вперед.
Но есть и то, что требует нашего возвращения. Возможно, правильных слов, правильных выводов, да, или решений, но не на импульсе, нет, а больше вот на интеллекте, на такой холодной голове. И по пажу мечей это та новость, может быть, пажи вестники, у вас два пажа, да еще и туз мечей. Так вот, под пажу мечей это словно нам пора сворачивать. Кто смотрит мои видео часто, вы слышите такую трактовку, но мне кажется, она именно передает больше, или точнее, что это может происходить. Это, конечно, может быть связано вплоть до средств массовой информации, я такого не исключаю, но это может быть ваш собственный инсайт. Представьте, что вы идете как по тропинке сумречного леса, и освещения нет, но вы спокойно идете вот этой лунной дорожкой, да, может быть, узенькой, и вы совершенно расслабленно идете, думаете о чем-то свое, и вдруг в какой-то момент вот именно ваше решение или какая-то мысль вас пронзает, и вы понимаете, так, вот стоп, вот именно сейчас мне нужно действовать по-другому. Или мне сейчас именно нужно что-то переделать. Будьте готовы. Вот такие даже ваши собственные решения, спонтанные. Потому что приходит абсолютно точное какое-то понимание. Но, видимо, может быть, и есть в этом необходимость, потому что здесь вот все карты, если мы о внезапностях, вы правда даже можете найти какой-то вариант решения вашего вопроса запутанного. Причем это будет совершенно не тот метод, мои дорогие, которым вы пользовались прежде. Выбор. Может быть, и вы будете, мои дорогие стрельцы, тоже перед выбором поставлены. И где-то это нужно выбор делать и сердцем, душой, ну и интеллектом тоже. Здесь к чему я? Тут ведь иногда аркан повешенный о чем говорит? Это карта зависимости. Это карта, когда мы, жертвенности. Поэтому мы себя можем чувствовать, вы, как будто я завишу от какого-то человека, я завишу от обстоятельств. Поэтому вот любая ситуация, которая где-то вас ставит в тупик, поверьте, выход вы найдете. С чем, с кем это связано? Тут нам информационный поток какой-то, да, показывают. А вы знаете, видимо, вам придется пересмотреть те вопросы неизбежно, в которые вы уже включились. Вполне вероятно, что вам будут что-то предлагать, вас. По семерке жезлов это всегда нас пытаются словно растянуть в разные стороны. И там мы нужны, и тут мы нужны. Или пытаются люди на нас воздействовать, чтобы мы с чем-то согласились, в чем-то проучаствовали. А карта нам говорит, силы не равны. Ты можешь прям взяться там за 10 каких-то дел, но не факт, что ты доведешь до ума хоть одно. Ты как будто потеряешь даром время, поэтому и силы не равны. А у вас здесь может быть, смотрите, предложение какой-то поездки внезапно. Вообще это карта заслуженного успеха. И все то, что я говорила, что внезапно мы с вами раскрывали, ведь это новый путь. По этой карте мы отплываем от какого-то безжизненного берега, там, где ничего не растет, там, где мы уже все знаем, изведали, и мы понимаем, что, нет, вот ни метод не работает, может быть, и буквально местность какая-то. Банально, тут у кого-то из вас будут вопросы, с чем это связано. Но иногда это как может проиграться сама дорога, ваша мобильность, может быть, авто ваше, тоже не исключаю, и вам придется, может быть, тут решать некоторые вопросы, но точно так же я не исключаю, может быть, и вам придется быть сразу в нескольких местах. У кого-то из вас эта карта может проиграться как новое направление в работе, в вашем творчестве или дополнительный источник дохода. Кто-то может приступить к обучению новому. Для кого-то из вас важная встреча королевы Пентаклей. Где-то и карта говорит, что это может быть часто проигрывается как наши близкие, семья, может быть и родственники. Возможно, у кого-то человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Может быть, это ваши какие-то действия, направленные к этому человеку. С чем это, с кем связано? Давайте еще одну карту, может быть, поточнее. Но я больше вижу, что это могут быть родственники, друзья, какие-то прежние контакты, не исключаю. Или, возможно, вы будете планировать какую-то встречу. То есть именно планы ваши
И точно так же я не исключаю, что какой-то вопрос может заставить человека, кого-то из вашего ближнего окружения, ну как, обратиться к вам за каким-то вопросом, а может быть и за помощью. Для кого-то из вас это могут быть вопросы напрямую жилье по десятке пентаклей. Ну или опять же, это могут быть вопросы денег конкретно, вопросы работы, новые направления в работе. И к чему же это все идет? Ух ты, карта мага, все серьезно. Маг великий практик, это не про магию ни разу. У него все стихии в руках. Конечно, если мы говорим, у нас Уран в Близнецах, а Меркурий это не что иное, как планета-управитель Близнецов, и есть колоды. И, кстати, колоды даже Чиро Маркетти, как вот эта колода, ну, здесь не прописано, не прорисовано, а так есть те карты, где указан знак Меркурия, и у кого-то из вас, правда, это может быть даже не обязательно, мы говорим знак зодиака стихии Земля. Рядом аркан идет мага. Так вот, по магу это у нас близнецы и дева. Те, которые управляются знаки зодиака именно Меркурием. Но ведь это коммуникация. И это, по сути дела, где-то вот это обратное движение, когда нам приходится правильно работать с информацией. Возможно, какие-то совершить маршруты, поездки, которых мы не планировали, вам придется совершить коррекцию собственных планов, собственных графиков. Будьте к этому готовы. Но именно это как становление мага для вас. Это для вас какие-то возможности открывает. Поэтому нет смысла как будто подзастрять в собственных предубеждениях, с чем это связано, или к чему же это все-таки идет, может быть. Ух ты, еще один старший аркан. Но как будто вы от этого не уйдете. Аркан справедливости – это карма. Здесь могут вернуться, и вы сами можете возвращать некоторые вопросы, которые были связаны с прошлым. Ведь причина и следствие тут по этой карте. И если вы сделали что-то хорошо, то пусть руками других людей, нам как пространство, Вселенная, пусть возвращает какую-то тему, но значит она стоит того, чтобы рассмотреть. Тогда вы ее можете как переделать. Что-то вы можете именно переписать, передоговориться, переиначить каким словом. Но могут быть и те вопросы, когда мы сами допустили ошибки. Тоже какая-то тема может быть вам, ну как, возвращена. И вам вот эту работу над ошибками, возможно, придется делать. Будьте готовы к тому, что события будут больше зависеть как от обстоятельств, так и от людей, мои дорогие, от решения людей. 3 старших аркана. И аркан Луна где-то говорит нам, я всегда говорю по этой карте, напоминаю, остерегайтесь толпы. Если вы случайно находитесь в толпе, знайте, вам в другую сторону, это железно. Кому-то может показаться, ну подумаешь, толпа, что там такого особенного. Но это небезопасно бывает, потому что мы собой не управляем. Вот такая подсказка, а это к чему все идет? Или к чему быть готовы, мои дорогие? Поэтому если, правда, вот какая-то масса людей, ну, как говорится, на ногах нужно стоять, четко, уверенно. А еще по этой карте действительно могут проиграться вопросы вашего жилья, жилища, или вы что-то будете обустраивать. Может быть и вопросы, опять же, семьи, личной жизни, любви и эмоций. Но вообще эта карта призывает вас слушать собственную интуицию и готовым быть, рассмотреть альтернативный вариант, альтернативный метод. Я уже где-то об этом говорила, и последующие карты, которые мы открываем, они как раскрывают более полно. На тут 3 старших аркана, а это всегда не совсем наша задумка, а это обстоятельства и люди. Как изменится ваша жизнь? Еще один старший аркан – умеренности. По этой карте идут не случайные случайности. Будьте к ним готовы. И здесь, тут действительно по этой карте может произойти даже такая история, когда вы окажетесь в определенном месте, потому что так сложатся обстоятельства. И вам придется совершенно по-другому как-то действовать. Изменять самих себя, может быть, мои дорогие. Именно обстоятельства складываются таким образом, что вам приходится что-то передумать, что-то переиначить, мои дорогие. И давайте еще одну карту достанем. Как изменится ваша жизнь. У вас даже изменятся планы. По 3 жезлов это всегда мы смотрим в будущее.
Но человек у нас стоит. И, кстати, корабль, один из символов, опять же, Меркурия. Это то, что нас как бы движет нами вперед, но человек остановился, потому что ему нужно определиться, что из прошлого он готов взять с собой в будущее. Поэтому не бойтесь, если будут какие-то заминки. Может быть, это вам придется даже, да, королева кубков. И здесь, кстати, двояко. У кого-то может быть напрямую ситуация, которая, да, действительно, семья, может быть, ваши дети, родственники, любимый человек, у каждого по-своему. Пусть это будет дальнее родство. У кого-то это человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды. Может быть, это у вас будет какой-то контакт и даже какие-то общие планы. Но вот смотрите, ведь это иногда карту мы можем трактовать как карта ожидания. Более того, это вы можете быть в таких энергиях. Потому что если мы архетип карты рассматриваем, то это карта любящего человека. Это та любовь, которая, или человек, который любит так, что готов на самопожертвование. Будьте внимательны. То есть мы говорим опять жертвенность, а у вас аркан старший, повешенный. Мы уже говорили об этом. Поэтому вполне вероятно, вы какой-то свой альтруизм будете пересматривать. Я не исключаю, что к вам могут обратиться за помощью. Это факт. Семерка жезлов – это всегда обращаются. Значит, будьте где-то к этому готовы. Возможно, кому-то из вас придется, ну, если не сказать «нет», то задуматься как минимум, а так ли вам это нужно, а нужно ли вам в чем-то участвовать. Вот такая, знаете, вибрирующая тема, когда вы можете быть поставлены перед каким-то очень важным вопросом, и на кону вы сами. Вот где-то это граничит альтруизм, может быть какое-то длительное ожидание, а может быть это вот как раз тот вопрос, а надо ли мне уже дальше ожидать, а нужно ли мне участвовать в каком-то вопросе, а стоит ли игра свеч, вот я этого тоже не исключаю. Так что же прояснится? А вот прояснится, что по судьбе. Опять же, старший аркан, 20-й. Вообще, как дорога к свету. Это карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Это карта и итога тоже. Предпоследний старший аркан будет говорить о том, что как мало-помалу, шаг за шагом, в течение июля какие-то запутанные вопросы, они у вас все равно идут вперед, они у вас проясняются. Но здесь может быть истечение обстоятельств, которая вам, знаете, складывает какую-то палитру событий, когда вы как на ладони видите, что же в реальной жизни происходит. И, видимо, много мечевых карт, и мы говорили, холодная голова, интеллект, то, что вчера вызывало эмоции, здесь может отступать на задний план. И вот, да, действительно, снова мечевая карта по рыцарю мечей, это у нас, иногда я называю бунтаря без причины. Это вы сами можете, кстати, взбунтоваться, потому что что-то нам не нравится. Может быть, мы долгое время что-то терпели, а тут уж прямо вот, может быть, такие энергии, когда хочется в один момент все закончить, лишь бы оно тебя больше не мучило. Вот я такое допускаю тоже. Но эта карта может свидетельствовать, к примеру, если мы говорим, что прояснится. Ведь в хорошем смысле со знаком плюс она нам помогает узнать какую-то истину. Когда мы сами ищем эту истину, и мы ее находим, и у кого-то из вас это могут быть вопросы, напрямую связаны, может быть, с судами или сознанием закона. Возможно, вам придется посетить юриста, адвоката, какого-то вышестоящую, да, скажем так, персону, или человека, который знает тоже закон, да, возможно, это просто как, ну, чиновник, именно в какой-то конторе, в учреждении, официальный человек, мы как говорим, да, в казенном доме, тот, который говорит, вот на что вы можете рассчитывать, а на что не можете. Вот такие вот могут быть у вас темы в течение июля. Правду вы действительно узнаете, вы можете с ней не соглашаться где-то. Она может вас все-таки по рыцарю мечей, с одной стороны, может быть и шокировать, а с другой стороны требовать, может быть, очень быстрых действий. Возможно, именно от этой правды, от какой-то информации, потому что сам по себе гонец
приносит как нам какую-то информацию. Ну, в нашу цифровую эпоху это, конечно, может быть не обязательно реальный человек. Это может быть именно сообщение, может быть там сообщение в мессенджерах или какой-то разговор просто, да. И мы понимаем, что вот именно сейчас нам нужно переиграть что-то, пересмотреть, действовать как будто по-другому. Или буквально куда-то поехать в другое место. Или в другое время, мои дорогие. Итак, давайте пройдем дальше. Что уйдет, а что завершите вы сами. А тут прямо что-то будет продолжено. Аркан Колесница. Шикарный. Шикарный аркан, потому что это карта успеха. Но, может быть, где-то все то, что я говорила. Придется пересматривать графики, маршруты, перемещения, в целом вашу мобильность, возможно, участие в каком-то деле, а может быть, поездки, опять же. У вас две карты, которые символизируют сами по себе дороги. Помимо новых каких-то организационных моментов или вашего желания по части работы и изучения, продвижения или ваших честолюбивых планов, здесь может банально означать именно дорога, автомобиль. Или какая-то важная встреча с тем человеком, с которым вы очень хотите встретиться. И я так могу предположить, у кого-то из вас эта встреча даже может осуществиться в июле месяце. Я это не утверждаю. Или это будет все-таки у нас карта любви, или карта тех людей, с которыми нам придется договариваться, кстати. Или придется как-то правильно взаимодействовать. Вполне вероятно, вот этот триплет, если мы спросили, что завершится. Поэтому тут какая-то долго тянущая история. И у каждого по-разному, с учетом тем более аркана «Страшный суд». Здесь вы и сами можете прийти к решению, что какая-то история, которая длилась в затяжку и вас измучила, она тоже завершается. Может быть, и происходят какие-то встречи. И, знаете, опять же, это то время, когда нам, возможно, даже кому-то из вас придется словно вернуться назад, чтобы окончательно что-то завершить и устремиться вперед. Потому что двойка жезлов, она нам будет говорить, это раньше мы как будто топтались, ходили между вот этими двумя жезлами и не могли разобраться, может быть, и в отношениях, будет это продолжено или нет. Вот, скорее всего, вы не просто проясните, а от какого-то вашего важного решения, и оно будет основано не совсем на ваших предположениях. Все же какие-то факты у вас будут. И это будет тоже, может быть, означать та запутанная история, которая именно должна быть прояснена. Но я не исключаю, что это будет связано с новыми маршрутами, с какой-то встречей или новыми договоренностями. Главное событие июля, чем запомнится вам месяц. Аркан влюбленный – это выбор. Да, у кого-то история личной жизни. Может быть, и человек. Я не исключаю, это то время, когда экс или бывшие возвращаются, или мы их возвращаем сами. И может быть вот такая история запутанная, либо вы будете к ней возвращаться для того, чтобы окончательно, как расставить все по местам, провести демаркационную линию. И точно так же это может быть связано с каким-то человеком. Но как будто встреча все же может и состояться. Но иллюзий не должно быть. Вы знаете, даже если что-то состоится, мои дорогие, вот то, как вы представляли, пусть это не у каждого проиграется, но будьте к этому тоже готовы. Вы могли быть наполнены, может быть, даже какой-то встречей, и вполне вероятно, она состоится в течение июля. Но то, что откроется как перед вами, здесь не совсем вас может обрадовать. Вы можете подумать, что я как будто перед выбором или снова соскользнуть в какие-то иллюзии, или вот смотрите, король мечей, или именно сейчас мне нужно принимать какое-то важное решение. Тут вот ни разу не про замечтаться, потому что, может быть, вам что-то приятно. Возможно, вы рассчитывали на какого-то человека. Кстати, главное событие, вы что-то узнаете, как именно по закону. По этой карте могут проходить, как и люди, рожденные под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, опять же, близнецы, да, мы говорим, и опять же Меркурий. И поэтому
могут тут какие-то вопросы все-таки подниматься. Ну, может, это у кого-то будет касаться именно дела, которое вы задумали по части жилья, недвижимости. Иногда это у нас юристы и адвокаты. Я об этом тоже говорила, потому что это как узкая специальность. Это те люди, которые в своем каком-то деле профессионалы. Но, может быть, и вам, мои дорогие, вот нужно где-то быть в архетипе этой карты или этой персоны, которую нам обрисовывает король мечей. Это хладнокровие, мои дорогие. А тут ведь предыдущая карта, который выбор какой-то сложный. Но договариваться, я вижу, придется. Причем так, когда понимать, или меня как водят за нос, или ставят словно меня на паузу, мы дважды говорили об этом, ну, как усыпить мою бдительность хотят. Или все-таки я именно теперь не позволю самому себе или самой себе замечтаться. Вы правда что-то будете шаг за шагом прояснять, как будто время к этому подошло. Ваш главный ресурс, мои дорогие, любимые, ого, стрельцы, у вас время шикарное, я должна сказать, аркан император. Почему? Потому что в конце июня ваша планета-управитель Юпитер перешла в знак зодиака Льва. Она находится в огненном знаке, так же, как и вы, мои дорогие. И для всех огненных знаков начинается на целый год, да, до середины 2027-го прекрасное время. Но самое активное время, когда, знаете, мы можем, как и запутанные темы разрешить, как мы можем какой-то прорыв, да, в нашей карьере, в наших планах, когда мы, ну, где-то более смелее, но в то же время не на импульсе, а когда мы успеваем что-то и просчитать, но самое главное, Юпитер помогает, чтобы, ну, пожалуй, как сложились как-то более гладко обстоятельства. Вот это я должна сказать. Поэтому и ваше время. Но аркан император – это ведь статусная карта. У кого-то будет связано со сменой статуса, и это как, может быть, и по труду, по занятости, новой должности или построение карьеры, безусловно. А для кого-то действительно инстанция, потому что это буквально представители закона. И если мы говорим организация, да, ваш главный ресурс, договариваться вы как раз можете, как-то вот добрые энергии, будьте гибче. Ведь иногда по этой карте мы говорим император, есть два мнения, мое и неправильное, да, а гибкий император понимает, я изменить не могу обстоятельства и людей. И, может быть, вам к какому-то компромиссу придется или себя самого приводить, или вам придется, ну, где-то принимать те обстоятельства, ситуации, которые складываются помимо нашей воли именно вокруг вас. Но это ведь карта, опять же, организация. Вам придется организацией собственной жизни заняться. Очень емкая карта. А для кого-то это будет, я тоже не исключаю, может быть, и какое-то важное знакомство с человеком, который стоит, ну, как больше деловое, конечно, знакомство, который стоит, может быть, даже по лестнице иерархии несколько выше, чем вы. Ну, или, опять же, ваша карьера. Вы очень, более чем ресурсны. Поэтому вам все козыри в руки, мои дорогие, любимые стрельцы. И как и император, так у вас еще и выпадает аркан мага. Но где-то аркан справедливости подсказывает, придется действовать по закону или с оглядкой на закон. Могут, значит, быть такие вопросы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.